Друзья, всем привет! Готовлю низкокалорийный, очень вкусный и по-домашнему простой бисквитный торт клубника в сливках. Торт получается с ароматом освежающей клубники и сливок. Все особенности рецепта в рекомендациях. В белки всыпаю сахар, взбиваю на высоких оборотах миксер до получения стабильной меренги, которая устойчиво держится на венчиках. В желтки добавляю соль. Венчиками в белках вымешиваю желтки на высоких оборотах миксера в течение 2 минут. В меренгу добавляю вымешанные желтки, недолго перемешиваю миксером. В яичную смесь просеиваю всю муку с кукурузным крахмалом. Добавляю разрыхлитель и ванилин. Перемешиваю на низких оборотах миксера под углом 45 градусов до получения бисквитного теста без комочков. Невмешанные остатки снимаю со стен чаши силиконовой лопаткой. Окончательно перемешиваю. Вот такое однородное бисквитное тесто получилось. Формы для выпекания с предварительно выстеленной пекарской бумагой, смазанной по бортам сливочным маслом, выкладываю все бисквитное тесто. Форму с тестом убираю в заранее разогретую до 160 градусов духовку на 30 минут. В воду добавляю желатин. Тщательно перемешиваю и оставляю набухать. Горячий бисквит оставляю на решетке, а затем убираю в холодильник. Холодный бисквит разрезал на 2 бисквитных коржа. Для сборки торта кольцо обтянул пищевой пленкой и проложил для удобства ацетатной лентой. Если в наличии нет ацетатной ленты, можно обойтись без нее. В цельную клубнику всыпаю сахар. Пробиваю блендером в течение 2 минут, чтобы сахар основательно растворился в клубничном пюре. При отсутствии чаши блендера смотрите рекомендации. Выливаю холодные сливки. Пробиваю блендером еще в течение 2 минут. Друзья, спасибо всем, кто поддерживает канал, ставит лайки, пишет позитивные комментарии. Любая ваша активность помогает каналу расти и меня мотивирует на новые рецепты. В клубничное суфле вливаю горячий желатин, который я предварительно растопил. Тщательно перемешиваю, чтобы желатин полностью разошелся в суфле. Половину клубничного мусса вливаю на дно формы. Укладываю первый бисквитный корж. Сверху вливаю оставшуюся половину клубничного суфле. Распределяю силиконовой лопаткой. Закрываю вторым бисквитным коржом пористой стороной внутрь. Убираю форму с заготовкой в холодильник для стабилизации. После холодильника извлекаю разъемное кольцо. Снимаю ацетатную ленту. Сверху устанавливаю подложку или тарелку. Переворачиваю конструкцию сверху вниз. Окончательно удаляю пищевую пленку. Торт клубника в сливках получился невероятно нежный и вкусный. Это отличный вариант летнего десерта с низкой калорийностью и освежающим клубничным ароматом. Спасибо за подписку, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал. Кошки! Дуры. Люся!